Сегодня экс-президент собрал Совет Безопасности. Почему состоялось это совещание? Потому что ситуация экономическая, социальная, внешнеполитическая для режима просто аховая. Если мы посмотрим на экономическую ситуацию, то золотовалютные резервы Беларуси за февраль-март уменьшились практически на 1 миллиард долларов США. При том, что золото подорожало на рынке. Так что валюты у режима осталось не так-то много. Лукашенко заявил о том, что санкции готовились заранее. В любом случае они были бы применены. Да, действительно, санкции готовились заранее, в связи с тем, что Лукашенко осуществлял и продолжает осуществлять массовые репрессии в отношении белорусского народа, белорусского общества. Но никто не готовил санкции заранее в связи с войной в Украине, потому что ни у одного здравомыслящего человека не было и мысли о том, что два диктатора, Путин и Лукашенко, могут развязать ужасную кровопролитную войну в отношении Украины. Лукашенко говорит о том, что это новые возможности. Да, действительно, это новые возможности развития сотрудничества. Только с кем? С Эритреей, с Мьянмой, Сирией, Венесуэлой, Кубой. Потрясающие новые возможности. Это технологическая пропасть, в которую попадает сегодня Беларусь. Это откат к 19 веку. И это очень четко должен понимать диктатор. Он говорит о том, что соагрессором, соучастником в агрессии режим Лукашенко назвали неправомерно. Ну, наверное, стоило бы ознакомиться с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций еще 1974 года, в которой четко написано: предоставление территории для нанесения агрессии в отношении третьего государства является также агрессией. Режим Лукашенко предоставил всю военную инфраструктуру для использования российскими войсками нанесения ударов по территории Украины, в том числе 23 февраля, как сам признался Лукашенко, первые ракетные удары еще до наземной операции российских войск были нанесены по объектам в Украине. А в последующем какое количество самолетов, вертолетов, ракет вылетело в сторону Украины? Сколько было убито с территории Беларуси детей, женщин, просто мирных граждан? Да даже военнослужащих, какая разница, убиты были люди. Если Лукашенко говорит о том, что переговоры не должны состояться без его участия, а какова его роль? Ведь его роль марионетки, и он может представлять позицию абсолютно аналогичную позиции, которую сегодня представляет Кремль. Ну разве что вести переговоры о том, как он будет выплачивать компенсацию за нанесенный материальный ущерб Украине. И это режиму придется делать. Нас может не быть, заявляет Лукашенко, если мы, союзники, не примем правильное решение. Обращается, наверное, к Казахстану, другим государствам. Так вот, отличие от режима в Беларуси, Казахстан очень четко занимает позицию против войны. Казахстан выступает против того, чтобы создать офшор для обхода санкций при поставках в Российскую Федерацию, не будет признавать ни ЛНР, ДНР. Это, по крайней мере, четкая и понятная позиция. А вас действительно, господин гражданин Лукашенко, может скоро не быть.